Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина Лыкина. В этом видео мы будем с вами вязать вот такую корзинку узором плетенка. Мне он напоминает будто бы плетение из лозы. Напишите в комментариях, какие ассоциации у вас с этим узором. Возможно, у него есть какое-то другое название. Обязательно со мной поделитесь. В мастер-классе я буду использовать, как обычно, трикотажную пряжу Бисквит. Это ниточка лицевой нарезки. И характеристика следующая. Состав стопроцентный хлопок, длина нити 100 метров на 330 грамм и ширина ниточки 7 миллиметров. Я выбрала цвет ваниль. Для этой пряжи буду использовать крючок номер 7. Можно также применить шестерку или восьмерку. Выбирайте тот, которым вам удобнее вязать. Конкретно на эту корзинку расход трикотажной пряжи Бисквит составляет 200 грамм, в том случае, если здесь была бы еще обвязка. Размер этой корзинки следующий. Диаметр донышка составляет 15 сантиметров. И если бы здесь была обвязка, то высота корзины составляет 9 сантиметров. Здесь провязано всего 7 рядов в высоту. Вы можете использовать абсолютно любую пряжу в зависимости от ваших предпочтений. И прежде чем мы продолжим, предлагаю вам подписаться на мой канал, оценить это видео. Ваша поддержка помогает развитию моего канала, а мне не останавливаться на достигнутом. Где приобрести необходимые материалы, ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Для того, чтобы ниточка не перекручивалась, используйте подставку для пряжи. Так вы обеспечите себе равномерную подачу нити. Ссылка на мастер-класс по изготовлению такой подставки для пряжи ждет вас в описании под этим видео. Приступим к вязанию. Для начала необходимо выполнить вот такую основу для будущей корзины. На моем канале уже есть подробный мастер-класс по вязанию другой корзины, и там я показываю, как связать такую основу. Ссылку на мастер-класс я для вас оставила в описании под этим видео. В данном случае на диаметр корзинки 15 сантиметров я отмерила вспомогательную нить около 70 сантиметров, провязала 6 рядов, выполнила обвязку соединительными столбиками по всему периметру, затем подняла стенки корзины на один ряд, выполнив столбики без накида. Вяжем второй ряд. Здесь мы будем формировать узор. Находим ту точку, где завершили предыдущий ряд. Вот она. Здесь располагается вспомогательная и рабочая нить. Находим верхнюю петлю от этого столбика и вводим крючок за одну ниточку. Дополнительно подхватываем дужку, это задняя стенка от столбика. Таким образом у нас на крючке 2 нити. Вот так это выглядит. Захватываем рабочую нить, протягиваем ее, опять захват рабочей нити и провязываем столбик. Переключаемся на следующую точку, и теперь в основание столбика первого ряда мы вводим крючок, то есть туда, куда мы провязывали первый ряд. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на высоту рабочей петли, которая располагается на крючке. Эту петельку не стягивайте, вяжите ее свободно. Захват рабочей нити и довязываем столбик без накида. Переключаемся на следующую точку и здесь повторим такую же конструкцию. Вводим крючок за верхнюю петельку, за одну нить и дополнительно подхватываем дужку, это задняя стенка от столбика. 2 нити на крючке. Захват рабочей нити, протягиваем ее через основание, вытягивая на высоту рабочей петли, которая на крючке. Захват рабочей нити, довязываем столбик. Перемещаемся далее, теперь нам необходимо провязать вот такой же столбик протяжку. Опускаемся в основание первого ряда, то есть туда, куда мы провязывали столбики
без накида, вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем на высоту рабочей петли, захват рабочей нити и довязываем столбик. Так мы чередуем до конца ряда. Второй ряд закрывается таким же образом, как и все предыдущие, то есть на последней петле. Мы здесь должны провязать такую же протяжку, вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее на нужную высоту. Отпускаем рабочую нить и переходим на вспомогательную. Захватываем, полностью протягиваем. Теперь необходимо между последним и первым столбиком проложить вот такую же верхнюю петлю. Я нахожу первый и второй столбик. Между ними под верхнюю петлю, состоящую из двух ниточек, с обратной стороны ввожу крючок. Захватываю вспомогательную нить, протягиваю ее и теперь возвращаю в ту точку, откуда она вышла. С обратной стороны вводя крючок под дужку и в центр петли, откуда вышла вспомогательная нить. На крючке здесь 2 нити. Захват вспомогательной нити и возвращаем ее в эту же точку. Очень важно, чтобы эта петля была расправлена и не перекручена. Вяжем третий ряд. Здесь мы точно так же, как и в предыдущем ряду, начинаем с вот такого столбика за заднюю стенку петли. Вводим крючок под петельку и дужку, заднюю стенку от столбика. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем подъемный столбик. Далее вяжем вот такую же протяжку. Будем чередовать. В основание столбика предыдущего ряда ввожу крючок. Захватываю рабочую нить, вытягиваю на высоту рабочей петли на крючке. Захват рабочей нити, провязываю столбик. Перемещаюсь далее. Здесь я провязываю обычный столбик за одну ниточку от петли и дужку. То есть 2 нити здесь захвачено. Захват рабочей нити, вытягиваю, захват рабочей нити, провязала столбик. Далее опять необходимо провязать вот такую петлю протяжку. Ввожу крючок в основание столбика предыдущего ряда, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее на высоту рабочей петли, опять захват рабочей нити, провязываю столбик. Так необходимо чередовать до конца этого ряда. Третий ряд закрывается точно так же, как и второй, на последней петле. Все последующие ряды вяжутся одинаково. Начало ряда, чередование длинных и стандартных столбиков, а также завершение ряда. Вяжете нужную вам высоту корзинки. Готовую корзинку можно обвязать любым способом. У меня на канале есть целый плейлист, посвященный обвязке. Ссылку на него я для вас оставила в описании под этим видео. Выбирайте любой вариант и обвязывайте корзинку для того, чтобы придать ей завершенный вид. Я надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. У меня для вас еще очень много интересного. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!